Hello, dear friends! Welcome to Russian with Olga. Это видео будет на русском языке. Это новый для меня формат. Я постараюсь говорить как можно медленнее, чтобы вам было проще меня понимать. Пишите, пожалуйста, в комментариях, если вам понравятся подобные видео и что бы вам хотелось в них увидеть. В этом видео я хочу приготовить вот такой бисквитный торт. Он должен получиться фиолетовый. Фиолетовый. Называется фиолетовый бархат. В этой серии есть разные цвета. Розовый, оранжевый, красный, черный, желтый, зеленый, голубой. Мы будем готовить фиолетовый бархат. На коробке написано, что мне дополнительно понадобится молоко, сливочное масло и 3 яйца. Давайте посмотрим, что у нас получится. Это холодильник. Холодильник. Как вы видите, я не очень люблю магнитики на холодильнике. У меня их всего 4. Шотландия, Лондон, Сочи и этот магнитик из Голландии. Здесь у меня буквы корейского языка. Я пытаюсь учить корейский язык. Аньян. Оказалось, что у меня нет яиц в холодильнике. У меня всего 1, а мне нужно 3. Придется идти в магазин. Мне было очень непривычно снимать на улице. Казалось, будто бы все на меня смотрят. Я в магазине, и здесь большой выбор яиц. Я возьму самые крупные. Я иду домой. Немного покажу вам, где я живу. Вот это школа. А это дом, в котором я живу. Смотрите, какой милый котик. Итак, я сходила в магазин и купила яйца. У нас яйца продаются по 10 штук. Десяток яиц стоит 120 рублей. Это примерно $1.20. Давайте начнем готовить. Нам понадобится смесь, сливочное масло, молоко и яйца. Давайте посмотрим, что внутри коробки. Вот смесь. Всего 1 пакетик. Разбиваем яйца. 1, 2, 3. Я беру миску, смесь, отрезаю уголок, и высыпаю смесь в миску. Я растопила масло в микроволновке. Выливаю масло в смесь. Выливаем. И сюда же добавляем яйца.
Добавляем молоко. И перемешиваем. Перемешиваем. Мешаем тщательно. Смесь приобретает красивый, насыщенный цвет. Пахнет очень вкусно. Перемешать нужно хорошо, чтобы не было комочков. Вот такая смесь у меня получилась. Красивого, насыщенного фиолетового цвета. Мне кажется, смесь достаточно жидкая. Но я сделала все, как сказано на упаковке. Посмотрим, что получится. Теперь нам нужно вылить смесь в форму. Выливаем смесь в форму. Разравниваем и ставим выпекаться. Нам нужно поставить пирог выпекаться. Написано, что выпекать в течение 50-55 минут при 180 градусах. Я открываю духовку и ставлю пирог в духовку. Бисквит готов, и нам нужно приготовить крем. Для крема понадобится сливочное масло, сахарная пудра и творожный сыр. Насыпаю сахар в кофемолку. Насыпаем. Закрываю кофемолку. Делаем сахарную пудру. У меня получилось около 200 грамм сахарной пудры. Пол-пачки мягкого сливочного масла нужно перемешать с сахарной пудрой. Перемешиваем масло с сахарной пудрой до однородной массы. Масло с сахарной пудрой нужно взбить блендером. Добавляем творожный сыр и перемешиваем. Перемешиваем еще раз. Я сейчас хочу разрезать его пополам и намазать кремом. Я разрезала бисквит пополам и теперь буду мазать его кремом. Что я делаю? Я мажу бисквит кремом. Накрываю бисквит отрезанной верхушкой и обмазываю сверху кремом. Вот такой красивый торт «Фиолетовый бархат» в итоге у меня получился. Я его оставила на пару часов в холодильнике, чтобы он пропитался кремом. Вот так тортик выглядит в разрезе. Вышло очень вкусно.